Здравствуйте, меня зовут Марина. И сегодня я расскажу, как можно бороться даже с самым сильным кашлем в домашних условиях. Мои рецепты физиотерапевтические, потому что в их основе лежит основательное прогревание. Хочу напомнить, что согревающие процедуры противопоказаны тем, у кого повышена температура. Для прогревающих лепешек нам понадобится по столовой ложке муки, горчичного порошка, меда и нерафинированного подсолнечного масла. Горчица – прекрасное прогревающее средство. Это мука обычная, нерафинированное пахучее подсолнечное масло. И мед. Все это мы перемешиваем. Вымешиваем тесто. Вот она уже у нас слепляется, лепешечка. Запах замечательный, пахнет семечками и медом. Для удобства раскатываем нашу согревающую лепешку на пленочке полиэтиленовой. Можно разделить на две части, чтобы хватило на спину и на грудь. Можно между лопаток только положить. Вот, получилась такая у нас лепешка. Вот так мы ее аккуратно берем, кладем на грудь, сверху закрываем шерстяным шарфом и одеялом. Держим до тех пор, пока не почувствуем сильное жжение. Минут 5-10. Второй компресс от кашля – это картофельное пюре, смешанное с водкой. В принципе, водка тоже почти всегда бывает дома. Ну, картошка, так уж это обязательно. Просто мнем картошку. Тоже надо делать так, чтобы хватило и на грудь, и на спину. Картошка немножко приостыла. Добавляем в нее водки. Тоже хорошее прогревающее средство. Водкой, конечно, можно растираться и компрессы делать. Но вот в сочетании с картошкой очень хорошо помогает от кашля. Сейчас мы выложим ее на полиэтилен. Надо так, чтобы кожа, конечно, терпела. Не было ожогов. И распределяем. Такие согревающие лепешки хороши не только при кашле. Вообще, если простыли, переохладились, боитесь заболеть, пришли домой, делали, хорошенечко согрелись. Все, вот кладем тоже на спину. И пока картошка не остынет, а под одеялом, под шерстяным шарфом она долго не остынет, картофельное пюре с водкой будет нас греть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте здоровы!